не помещается здесь. Залезли. Хатабыча. Итак, привет, друзья! Рад приветствовать снова вас на нашем канале. Ну, а вы, как можете видеть, мы снова нежданно-негаданно задумали себе вот такую поездочку замутить. А маршрут у нас этой поездки предполагает, это, как всегда, Грузия, и многие скажут, опять в Турцию. Но опять в Турцию мы едем не просто так. У нас по планам там посетить Стамбул. В Стамбуле мы хотим встретиться с друзьями. Они прилетят к нам из Франции. И по планам, конечно же, поехать в районе Памуккале на байк-фестиваль, Goldwing фестиваль Трефен. Это у нас получается 9-й фестиваль уже там будет. Ну, мы на 2-й едем, получается, а он уже 9-й получается. Это мы ребят из Белоруссии встретили. Ну, в принципе, только помахали и помчались дальше. Старт нашего путешествия получился довольно-таки поздний, и по планам мы решили доедем до города Пятигорска, там переночуем у родственников и, в принципе, рано утром рванем. Ну, как видите, мы и приехали в Пятигорск, уже была глубокая ночь, поэтому вот рано утром мы... Ну, опять же, давайте не будем никого обманывать, наше раннее утро, это, как всегда, в 8 часов мы стартанули и двинулись в сторону города Владикавказ. Ну, предварительно, как всегда, пополняем наши баки. У нас, в принципе, всегда по планам получается так. Едем в районе 100 километров, останавливаемся на заправке, пополняем бак, ну, плюс сняли шлем, походили, отдохнули. Ведь, в принципе, пробеги такие не маленькие получаются, да, там 500-700 километров, и поэтому, ну, надо не изматывать себя. Такие дальники-то, в принципе, у нас уже не первый раз, поэтому мы уже знаем, что накопленную усталость довольно-таки очень тяжело потом, ну, убрать из себя. Поэтому, ну, и в принципе, всем рекомендую не рисковать так, не изматывать себя. Но мы тем временем уже, получается, подъезжаем к городу Владикавказ. Там у нас по планам очередная заправка Лукойл, которую, в принципе, всем рекомендую в плане того, что она одна из последних у вас будет перед границей. Топливо сейчас в той стране, куда мы едем, Грузия и Турция, довольно-таки дорогое, поэтому, ну и в принципе, мотоцикл объем бак небольшой, заправляемся по максимуму и уже готовы к пересечению границы, ну и нашему путешествию. Ну, кстати, вот в городе Владикавказ, да, мы навигатор послушали, обычно там после заправки все время прямо едешь, а тут он предложил налево свернуть, вроде как покороче дорога. Вот заехали, я никогда не был там, на удивление, сколько раз мимо проезжал, вот такая вот симпатичная аллейка. Мы проехали по ней, посмотрели, ну, достопримечательности местные, а то все время пролетаем вот так на ура, как говорится. И все, вот вам на заметочку. Можете остановиться, если кто во Владикавказе ночует. Довольно-таки симпатичный город. Ну и как вы уже можете заметить, ближе к самой границе уже получается, вот начинается такая красивая дорога, вот этот замечательный красивый перевал с такими шикарными видами. Ну, несмотря на то, что облачность, да, большая такая, мы часто здесь и ночью ездили, но все равно очень красиво. Мы всегда, ну, с удовольствием этот перевал проезжаем. Ну и дорога тут она такая, ну, провоцирующая на путешествие, я уже не раз повторялся здесь. Ну и смотрите, какая ситуация. У нас, как всегда, мы тут друзей встречаем, не одних, так других. И в очередной раз договорились с друзьями, телефон не отвечает. Пришлось немного вот развернуться, потому что проехали друг друга, не заметили. Они тоже отдыхали, получается, в Грузии. Ну и предложили нам, как раз таки у них сим-карты остались. Но мы с удовольствием повидались с ними. Сделали вот такую вот симпатичную фоточку на память. Ну и не задерживаться, нам все-таки пилить еще много. Рванули в сторону границы уже. Ну а тем временем мы уже подбираемся к самой границе. Ну, не знаю, как у кого, а у меня, вы знаете, каждый раз вот я подъезжаю, вот здесь вот этот участок, да, получается уже сужение, и всегда нервничаешь, там он из-за поворота выходишь к нему и думаешь, блин, ну сколько ж в этот раз автомобилей там будет, как вообще получится объехать на мотоцикле, их не получится.
Потому что, ну, зачастую там бывает, знаете, там, ну, люди нервничают, начинают их объезжать, ругаются. Ну, некоторые с удовольствием мотоциклистов пропускают. Ну и как видите, довольно-таки быстро прошли границу мы, ну, очень быстро. Российскую вообще как никогда мы прошли. И машин вы видели, что мало было. Это вот получается этот коридор между границами. Ну и грузинскую довольно быстро мы прошли. Но у нас был один нюанс. Меня вызвали на допрос. Ну, в принципе, без пристрастия. Просто спросили, куда едем, сколько денег везем, какие планы, надолго ли мы задержимся в Грузии, надолго ли в Турции. Спросили, ну, такие технические вопросы. И где живешь, как долго живешь. Ну, я не знаю, может, конечно, там говорят многие, что там психологи работают. Поэтому я думаю, что врать там точно уж не стоит. Поэтому, ну, быстро поотвечал. В принципе, и пока я отвечал, уже Ирина прошла границу. И я подъехал, там было пару машин. Вот, кстати, не первый раз я отмечаю всем, кто едет здесь страховку. Я всегда приобретаю здесь. Хотел в Телеграме, но в Телеграме было намного дороже. Получалось 1800, а здесь 1200 рублей она вышла мне. Ну, не знаю, как то. Смотрите, вот как мы делаем. Мы всегда, когда из Грузии возвращаемся, стараемся где-то в районе 200 лари оставить себе. Поэтому у нас здесь уже при въезде мы не меняли. Мы деньги уже 200 лари у нас было с собой. Поэтому мы, в принципе, могли себе позволить там, ну, ту же страховку здесь купить в ларе. Здесь и в рублях оплачивают. Вообще никаких проблем. Поэтому, ну, это уже вы сами отталкиваетесь, как вам нужно. Тут, кстати, с парнем познакомились, его там в очереди пихнули, пока он стоял. Тоже на мотоцикле пару дуг помялось, зеркало. Если вдруг смотришь, привет тебе. Ну, вот такие курсы здесь. Опять же, здесь, ну, я не рекомендую менять деньги. Здесь по факту уже смотрите, как вам удобно. Вы, в принципе, дальше отправляете. Это, опять же, как делаем мы. Если вдруг у вас нету лари, да, ну, были такие путешествия у нас тоже, мы не оставляли лари, и хватало там буквально на страховку. Буквально здесь чуть-чуть дальше проезжаете, и здесь есть такой очень красивый населенный пункт, Степансминда называется. И уже более или менее сносный курс по обмену здесь у вас будет, чтобы там до тех же Батуми доехать. Вот, кстати, казбеки нас встречают. Довольно-таки симпатичное место. Туда можно проехать, направо повернуть к этой горе, как раз получается, заехать на монастырь. Там очень симпатичный вид. Очень много раз мы там были. Ну и опять же у нас сегодня запланирован довольно-таки большой маршрут уже до Турции доехать. В Грузии у нас планов ночевать сегодня не было, поэтому, ну, топим по максимуму. А так вот учтите, Степансминда довольно-таки, ну, приятный город в плане достопримечательностей. В нем можно, ну, опять же, запланировать остановку и не переживать. Я же говорю, по курсу довольно-таки сносный, в отличие от вот тех, что ближе к границе будут у вас обменники. Ну, опять же, все рекомендательный характер. Ну, а мы тем временем уже движемся дальше и уже движемся ближе к перевалу Гудаури уже. Здесь, опять же, пока до самого перевала Гудаури едешь, можно наблюдать, вот как они открыли уже новую канатку, чтобы не ехать на перевал. Перевал этот часто закрывают. И они вот, ну, молодцы, смотрите, новую канатку туда построили, там большущая площадка. Это уже вы можете наблюдать. Мы приближаемся к месту достопримечательности Памуккале. Я его называю грузинская, поэтому, ну, тоже, кто далеко не хочет ехать, вот, пожалуйста, приехал сюда. Ну, в солнечный день вообще тут безумная красота. Как можете видеть, довольно-таки большая локация. Тоже вот такие, они как получается, как известковые отложения. Раньше их так много не было. Оно прям сейчас нарастает и нарастает. Я думаю, что еще лет через 10 тут, конечно, вообще безумная красотища будет. Тут посмотрите, как симпатично получается, да, вроде одну достопримечательность проехали, вот уже бах, вы уже приезжаете к Арке Дружбы. Здесь, ну, это, кстати, платная услуга, пожалуйста, если вас интересуют вот такие вот полеты, ну, для любителей экстрима, нет, пожалуйста,
на Арку Дружбы прогулялись, там такие шикарные виды, там, ну, очень симпатичные вот эти Розовая гора, там в другую сторону. Не, здесь дорога, как говорится, изобилует достопримечательностями, тут спору нету. Вот это мое самое любимое место, вот этот мост такой симпатичный. Вроде бы, ну, конечно, если присмотреться, он-то уже подуставший. Ну, мне он очень нравится, потому что симпатично через него ехать. Виды, опять же, открываются здесь. Это мы уже, в принципе, подъезжаем к горнолыжному курорту Гудаури, который есть здесь в сезон. Он здесь очень сильно гремит. Очень хорошие трассы здесь, пожалуйста. Для любителей берите на заметку. Надо, кстати, отдать должное в будущем. Ну, они сейчас уже давно уже ведут эти работы, получается. Они пробивают этот тоннель сквозь, чтобы вот эти все серпантины не преодолевать. Потому что здесь дорога довольно-таки узкая. Плюс эти все серпантины, ты никого не обгонишь. Даже зачастую на мотоцикле очень тяжело. Ну, как видите, вот, в принципе, она и идет как раз-таки эта трасса. Она здесь петля за петлей. Тут и по сути получается, вроде с Владикавказа до Тбилиси там 190 километров получается. А эти 190 километров, ну ты не перепрыгнешь машины. Там даже если при всем желании нарушать, все равно там часа 3,5 дорога занимает. Поэтому в любом случае настраивайтесь, там не рвите коней. Вот можно тут, кстати, в Гудаури есть вот такая достопримечательность, водопад. На удивление, кстати, сколько раз мы были, никогда не останавливались, просто проездом смотрели. А это вот, кстати, они уже недавно видел, они уже почти соединили этот мост. Поэтому, в принципе, ждем в ближайшем будущем более короткую дорогу напрямки, которая, я думаю, что часа полтора точно сэкономит на этой дороге. Следующей достопримечательностью здесь по трассе как раз таки является вот Ананури, вот эта церковь, получается. Ну, здесь, опять же, наверное, не первый раз повторюсь и буду уже повторяться много. Да, мы заезжаем, здесь уже по ней мы погуляли. Симпатичная локация, кому интересно, пожалуйста, посещайте. Очень красиво, масштабно, виды замечательные и с самой, получается, церкви. И вот как раз таки, вот куда мы все время любим спускаться. Раньше, буквально, может быть, лет 7 назад, да, когда мы 5 сюда приезжали, ну, вы вниз съехали, там, ну, пару ларечков было, да и все на этом. В этот раз мы вообще приехали, там уже и прогулочные катера есть, и такая вот, ну, пляжная зона симпатичная. Не, молодцы, здесь оборудовали, сейчас спору нету. Даже в прошлом году мы уже приезжали, уже вот эти все беседки стояли. Ну, симпатично остановиться здесь пообедать. Мы, как видите, в этот раз решили взять, попробовать вот такие вот пакеты мягкие, они типа тушенки с готовой едой. Ну, в плане того, что они не как банки, да, их можно куда-то примять, уложить. Ну, как видите, здесь вот получается такая вот симпатичная зона отдыха, пляжная, она больше можно ее назвать. Ну, я бы достал мясо, но слишком там глубоко, поэтому... Пообедав с таким прекрасным видом, мы двинулись дальше, ведь у нас пробег не маленький сегодня, опять же, пройти границу турецкую, как всегда, ну, граница это большой сюрприз, подъезжая к любой границе, вы не знаете, сколько там автомобилей, сколько времени, какие досмотры, да, поэтому нам в любом случае надо топить. Ну а мы тем временем уже вышли с перевала, получается, и движемся в сторону Батуми по основной трассе. У нас получается сейчас нам нужно проехать в районе 330 километров, ну там плюс-минус, да, это до Батуми у нас 330 километров осталось. Но вроде как расстояние небольшое и переживать не стоит, но опять же там есть такие поселки, ну, в которых как на перевале ты никого не обгонишь. И я вам скажу, в принципе, забегу чуть-чуть вперед. Сейчас они провели довольно-таки очень внушительные работы по прокладке вот этой новой дороги Тбилиси-Батуми, где уже много поселков они уже срезали. И получается, вы довольно-таки очень, ну, хорошо срезаете по маршруту, едя по вот как раз-таки двигаясь по новой вот этой трассе. И там много тоннелей они уже запустили. Да, может быть, часть тоннелей сейчас работает еще в одностороннем порядке, но все-таки
как ни крути, это уже лучше, чем двигаться по этим населенным пунктам. Опять же, ну, для тех, кто любит колорит, да, если не спешит, я не рекомендую ехать. Видите, смотрите, какие поселки, да, получается. Там вот поселок едешь, и вот этих вот какие-то пироги вот эти пекут, вот прям вот весь поселок в этих пирогах. Там какие-то горшки готовят, там где-то поселок едешь, кукурузу варят. Это колоритно. Но в нашем случае, когда мы, допустим, спешим, нам, конечно, больше важна скорость в этот момент. Нам нужно преодолеть большой километраж. Вот таких вот плохих дорог, да, на которых вы быстро не можете двигаться, их, в принципе, уже осталось довольно-таки мало. Они уже очень много запустили тоннелей. Ну, опять же, повторюсь, то, что дорога прям, ну, становится намного по времени короче. Вот они, это уже новые тоннели, которые запустили. Много очень. Да, ограничения они поставили 80, но лучше ехать 80, чем там в этих поселках 40. Ну, опять же, вот местами съезжаешь и снова возвращаешься в тоннель. Ну, смотрите, по времени мы уже понимаем, что мы уже не успеваем до Батуми доехать, да, в тот район. И мы принимаем решение двинуться в сторону кемпинга дяди Шато, нашего знакомого. И вот смотрите, какой пробег у нас получился. Да, это граница, вся Грузия получилась от Пятигорска. И добрались до кемпинга, до нашего. Так, ну что, вкратце. Мы остановились в кемпинге у дяди Шато. Да. Вот это наша палатка была бы, если бы мы ехали на машине. Но мы поехали на мотоцикле. Такой дождь сегодня ночью должен был бы быть. Но мы пролетели. Запаковались хорошо, и мотоцикл в чехол. Ну, как видите, он там вдалеке такие тучи шикарные. Сейчас быстренько в море и дальше продолжаем нашу поездку. Вот она, наша палаточка. Наварила харчо и гречку с мяском. Наварила. Как говорится, что за путешествие в Турцию без дождя. Поэтому мы поехали дальше. Ну что, друзья, на дождик, я вам скажу, жаловаться я точно не буду, потому что у нас пополоскал, в принципе, только вот в районе кемпинга. Мы оттуда выехали, уже сухая трасса, поэтому дал нам покушать спокойно. Поэтому мы уже, как обычно, добираемся до Батуми, обсыхаем по трассе. И у нас есть такое любимое место, мы всегда перед Батуми останавливаемся, мокрые, вот всегда доезжаем, уже вернее к Батуми мы доезжаем всегда уже сухие. И перед Батуми уже самим там есть такая симпатичная смотровая площадка, мы уже на ней располагаемся и складываем спокойно обратно вещи и уже по Батуми движемся в облегченном варианте мотоэкипировки. У нас помимо всего этого, да, дождя, там можно сказать, его проблемой особо не назовешь, я на мотоцикле заметил какую ситуацию. Выехали вроде, я одометр не сбрасывал, не пойму, одометр сброшенный, помимо этого часы сброшены, и я уже понял, что у нас начинает немного умирать аккумулятор. Ну, странно, конечно, но очень очевидно это было, как раз таки вот этими моментами там проявлялось все. Мы прокатились, получается, по центру Батуми. Я забил точку, где у нас обменник, ну, который больше всего нам нравится. Как раз эта точка предполагала проезд вот по центральной части Батуми. Можно посмотреть, здесь очень симпатично. Раньше он такой, знаете, более такой, можно сказать, весь в стройке был. А сейчас строек намного меньше стало. Они сместились туда вглубь. Дальше, получается, здания вот эти уже закончены. И получается очень симпатичные променады, прогулочные. Ну и сам по себе Батуми, так вот эта часть очень преобразилась. Вот этот Орби район вот этих вот трех зданий.
Ну, очень нравится, да, вот эта локация, поэтому, если что, возьмите на заметку. Ну, а мы тем временем по навигатору двигались в сторону обменника, повторюсь еще раз. И от обменника уже я точку поставил в сторону автомобильного рынка, потому что деваться нам некуда. Вот заехали в обменник и тут же на рынке заехали, купили вот аккумулятор. Обошелся нам 230 лари он. Ну, чуть-чуть даже уступили, там 20 лари они уступили. Я им старый свой аккумулятор оставил, получается. Потому что, ну, может быть и проехали бы, но мало ли где-то там, опять же, в горах, в полях он встанет, не заведется. Особо с толкача не было желания его заводить. И сразу вам уточню по обмену. За 1000 рублей давали 29,8 лари в этом обменнике. И за 1000 рублей давали, получается, 366 лир. По лирам даже получилось нам выгоднее. Мы сразу рубли здесь поменяли на лиры. И получается уже, ну, не сильно большой, но с достаточно внушительной суммой мы въехали, получается, в границу, ну, в Турцию уже с лирами. У нас на руках были лиры, потому что курс был довольно-таки выгодный. Вот, получается, здесь направо уходят, это пешеходы пошли, это уже Ирина изнутри снимала, получается. Кстати, будьте очень бдительны. Вытащили из кармана, хорошо, там только карточка была, подумали, что деньги, наверное. Вытащили карту там с бумажками, карту сбросили, потом там мужчина один кричал: чья карта, чья карта. Ирина уже увидела и сказала, что это моя. Это я пока стоял там с иранцами, познакомился. Такой маленький среди всех этих больших грузовиков, хоть бы не задавили. Ну и вот, получается, границу мы прошли за 2 часа, чуть ли не ровно у нас даже получилось за 2 часа ее пройти. И, в принципе, ну вот уже Ирина вышла, меня ищет, я уже ее ждал, я чуть пораньше прошел, потому что, смотрите, а как автобус, это значит нам большая очередь всегда. Ну, это мы уже, ребята, почему-то нас иранцы обогнали. Мы, кстати, вот, заезжали в город Хопа, рекомендую вам. Там в этом городе есть все необходимое. Хотите сим-карту оформить? Я подходил, спрашивал. 1200 лир сим-карта стоила на 20 гигабайт. Там очень много банкоматов. Газпром Union Pay работает. Поэтому, ну вот, имейте, если что, в виду. Ну, как вы уже знаете, без дождика мы никуда. А это вот чайкур, здесь это чай их делают, получается. Едешь, такой запах, просто невероятный чая. Вот эти трубы, я не знаю, что они там жгут, сушат. Ну, очень, не передать, но очень вкусно пах. У нас, смотрите, какая ситуация. Мы хотели остановиться в кемпинге этой ночью, но забегу чуть-чуть вперед. Опять же, ближе к ночи пошел дождь, буквально за 2 часа до ночи пошел дождь. И уже варианта, ну, останавливаться в кемпинге не было. Тем более мы там заехали, там ничего не было. И мы решили эту ночь все-таки остановиться в отеле. И двинулись в сторону одного отеля. Вы знаете, как-то вот что-то душа к нему не легла. И мы решили чуть-чуть, буквально 300 метров дальше проехать. И остановились вот в этом отеле. 1750 лир, как вы можете видеть. Ну, я думаю, дальше вы поймете то, что мы были совсем не разочарованы. Я вот сейчас вам об этом расскажу. В общем, приехали мы вот в такой отель-ресторан. У нас вон Ирина пошла завтрак выбирать. А тут, знаете, сначала скучновато было, а тут как начали бродить. Тут целый музей. Тут чего только нет на первом, на втором этаже. Там, ну, реально музей исторический. Тут и фототехника, смотрите. Сельхоз всякого назначения. Там кораблики всякие разные. Тут действительно прямо интересно. Вон, набор ключей. Ну, не передать. Дорогой дневник, мне не передать, как я счастлив от этой поездки.
Пойдемте завтракать. Ну, в общем, у нас такой сегодня завтрак. Континентальный, или как их называют. Тут у нас 2 сыра, маслица нормально, яишенка, ну и немножко оливок Ирыных любимых. Ну, приступим. Ну, я вам скажу, там, конечно, столько видео мы сняли, если там можно только про этот один отель отдельное видео сделать. На самом деле очень красиво, ну и завтраки, как вы видели, довольно-таки симпатичные. На самом деле мы вообще вот не расстроились. А это, обратите внимание, это сушат вот так симпатично фундук. Его здесь, ну, просто едешь, вот, ну, даже не солгу, если скажу вам, что километры. Вот так едешь, и километр вот так он здесь разложен. Такие вот, получается, районы то чая, то фундука. Ну, он такой довольно районная эта Турция получилась. И обратите внимание, едем мы такие, едем, а тут справа просто громаднейшая стая дельфинов. Одни навстречу, влево, вправо, там кто-то рыбу поймал, кто-то просто плывет вот такой большой толпой. Ну, довольно-таки симпатично. Даже сначала не хотел останавливаться, но потом там очень много деревьев было, а потом даже вот решили остановиться, понаблюдать. Довольно симпатичное такое зрелище. Ну, порадовали они нас, конечно. Я действительно такую большую стаю я еще ни разу не видел. Ну, порадовались как дети, посмотрели и рванули дальше. Ну, а время уже близилось к обеду, и мы стали искать что-то, ну, ближе к морю и симпатичные беседки. Ведь я уже рассказывал до этого, ну, в других, правда, видеороликах о том, что мне нравится, здесь бывает просто едешь и начинается, вот, знаете, идет беседка за беседкой, беседка за беседкой. И возле этой беседки всегда там есть мангал, у них же культ, вот здесь барбекю получается. И мы искали вот такое красивое место, эти вот беседки, они бесплатные. И мы вот нашли такое симпатичное место ближе к морю, получается, немного пришлось съехать. И здесь вот походили, поснимали местную, ну, это наше Черное море, как говорится. Поснимали местную флору и фауну и решили отобедать. Вот, кстати, обратите внимание, это все бесплатные беседки. Ну, здесь они не беседками оформлены, а столиками. Дальше там до этого были беседки. Вот эти мангалы, получается, вода течет. Ну, блин, ну реально очень круто и приятно. И это все бесплатно, и это даже в центре Турции вы можете наблюдать такие вот моменты. Так, ну что, у нас Ирина кушает рыбу из ресторана, а Сережа, как всегда, фасоль Вон с с говядиной. того ресторана. Да, фасоль с говядиной. Ну, давайте попробуем, у кого вкуснее. Ну, вот такой интересный обед у нас получился. А почему рыбу заказали с ресторана? Там тоже, ну, Ирина, такой запах там ароматный, она у меня любительница такого сиафуда. И поэтому я пошел в ресторан, заказал. Правда, долго они мне не давали, они, ну, не понимают ни по-русски, ни по-английски. Долго не могли понять. Я говорю, дайте мне тарелку, мы там присядем, я ее вам обратно принесу с этой рыбой. Нет, так нельзя. Ну, правда, потом вышел администратор. Более или менее мы друг другу на пальцах объяснили. Я говорю, я сразу все оплачу, все культурно сделаем. Ну, так адекватно побеседовали. И он, да, конечно, берите. Ну, мы вот так перекусили и двинулись дальше. Ну, опять же, приветливый народ. Ну, в этом плане мне очень нравятся вот эти места. Ну, я же говорю, вот с этими, особенно с этими вот беседками, я вообще в восторге. То, что их действительно здесь много, можно остановиться, отдохнуть. Ну, в этом плане мне очень нравится. Вот смотрите, мы на этот момент уже проехали крупный город Самсун и уже движемся по немного другим маршрутам. Мы специально свернули от основных трасс, поскольку уже по основным трассам мы здесь ездили. И уже было интересно именно поездить, ну, грубо говоря, свернуть направо, налево, уже более такие, по небольшим дорогам, по небольшим городам, потому что хотелось больше посмотреть, ну, того, что мы не видели, как бы, ну, более новых маршрутов увидеть. Поэтому мы здесь уже поехали по таким более
местам, где сельское хозяйство уже видно, как вот эти все поля засеяны, как они их обрабатывают. Ну, там постоянно кто-то там трудится, там, тут, ну, я же говорю, очень интересно в этом плане. Это вот, кстати, одна из наших любимых заправок, мы ее собака называем. И еще есть заправка Опет, но она у нас более фаворитная. Нам она больше всего нравится. Ну, если по возможности, мы вот на собаку заезжаем, заправляемся. Ну, самый адекватный бензин на этих двух заправках. Помимо этого, ну, и самые, простите меня, адекватные туалеты. Ну, они в принципе везде здесь на заправках очень хорошие. Но на Опете это просто самые чистейшие. Ну, по максимуму. Бывает, конечно, в глубинку заедешь. Не камильфо. Ну, давайте, в общем, опустим эту туалетную тему и продолжим движение дальше. А дальше мы уже едем в сторону нашего кемпинга. Я, как уже ранее говорил, мы запланировали по максимуму до Стамбула жить в кемпингах. Ну, потому что ехали такими местами. И я использовал программу, называется Caravan Life. И вот там находил всякие разные кемпинги с отзывами. И вот приметил один в такой глубинке, очень симпатичная дорога, как можете видеть. Но если приглядитесь немного вдаль, то можете рассмотреть нашего товарища, который любит всегда нам портить кемпинговый отдых в этой поездке. Это дождь. Ну, мы немного не знали, насколько он серьезный, и поэтому продолжали двигаться в эту сторону без опасения. Но это вот, кстати, видите, ребята на лодках удирали от дождя. Но я вам скажу, заехав в тоннель, вот такой сюрприз нас ждал. Злостные правонарушители. Одеваемся сейчас в тоннеле, поэтому долго не будем записывать. Надо валить отсюда. Все, прыгаем. Опять выпадет Прыгаем. Несмотря на дождь, здесь все равно такой красивый вид. Ну вот как видите, ну все хорошо, приехали заранее, за 2 часа до ночи, подготовились. Ну вот шпарит ливеняка, куда-то деваться, кому этот кемпинг уже нужен по ливню ставить. Вот пропилили мы 395 километров, и я уже Ирине сказал, я говорю, слушай, мы там такую красивую гостиницу проезжали, давай, говорю, разворачиваться туда. Ну, вернулись сюда, вот заселение, такой номер симпатичный, гостиница довольно-таки добротная. И вот уже заселились, дождик чуть утих, а это вот фотография внизу, где кемпинг мы хотели ставить. Так, ну мы проснулись, как всегда хотели пораньше, но чуть-чуть опаздываем. Вот у нас такой завтрак легкий, нам большего и не надо, как говорится. И вот с таким шикарным видом на наше Черное море. Ирина уже все приготовила, видите, завтрак. Так, ну все, мы быстренько перекусываем и в путь. Так, ну что, друзья, вот пополнив силы на завтраке, переночевав в этом городе под названием Герзе, мы двинулись дальше. Маршрут у нас довольно-таки не близкий. Сегодня мы хотим, как ни крути, но добраться до Стамбула, до Истамбула, попрошу заметить. Но я вам скажу, не зря мы свернули с основной трассы и поехали вот здесь как раз. Какие же здесь красивые виды, дороги эти по над морем сначала шли. Ну, это не передать, действительно, тут район такой впечатляющий. Здесь уже мы в сторону перевалов свернули, но все равно, конечно, дорога очень симпатичная. Я тут, кстати, пару отметочек себе сделал по дороге, хотел заехать. Здесь горнолыжный курорт даже есть на какой-то горе, но потом... Мы, получается, я на Google картах поставил, и эти звездочки, когда вы сохраняете, я думал, я увижу их, когда будем проезжать, ну и свернем куда-то. А когда прокладываешь маршрут, эти звездочки, твои сохраненные места, они просто пропадают, и ты едешь по этому маршруту.
В общем, не заехали мы на этот горнолыжный курорт, но не сильно расстроились, все равно дорога очень симпатичная, пару перевалов, было довольно-таки даже местами прохладно. Но на вся Турция, учтите, что большинство дорог здесь по центральной Турции, они имеют высоту в районе 1000 метров над уровнем моря. И поэтому, в принципе, даже когда сильно жарко и вы едете по центральной Турции, в любом случае вы будете ощущать себя комфортно. Температура воздуха там в районе 25. Иногда, конечно, прижаривает, но это уже ближе к морю. Поэтому, ну, вот такие моменты здесь очень приятные есть. Ну и обратите внимание, да, вот много заводов разбирают, и самое интересное, иногда видишь, прямо разбирают не то что одну гору, а целую сеть гор, там раз и сделали целую поляну. Ну, интересно было окунуться, мы ни разу не пожалели о том, что как раз таки вот поехали этим маршрутом, свернули здесь в такую глубинку. А это вот ехали, ну, явно там добывали вот камень и такой взрывали вот эти вот моменты для добычи, получается. Ну, интересно, столько моментов, нюансов было на этой трассе, что их в принципе не передать. Ну и мы параллельно ехали основной дороге, по которой мы уже не раз путешествовали, поэтому было интересно. Это, простите за съемку, но просто много байкеров было, а Ирина вот только так сняла. Это вот, кстати, один из моментов, что мне нравится, да, мы заехали на заправку, никто никого, ну, это один из приятных моментов путешествия по центральной Турции, вот подальше, как, простите, может кого-то обижу, подальше от Стамбула. Это вот мы приехали, подошел молодой человек, заправил нас по-быстрому, побежал, говорит, одну секундочку, вынес нам чай бесплатно. Ну, вообще, в принципе, нас довольно-таки часто в этой поездке пытались накормить, да напоить. Ну, как это вот, может быть, культура вот этого места здесь. Поэтому было очень приятно. Ну, спасибо этому молодому человеку, мы его с удовольствием добавили в видео. И вот двинулись дальше уже в сторону, опять же повторюсь, едем мы сейчас в сторону Истамбула. Ну вот еще хотелось вернуться к одному моменту, это кемпинги, которые вот мы запланировали. Обращайте внимание, да, там вы какими приложениями пользуетесь или просто там картами. Вот мне очень вот этот One Life понравился. Там много отзывов, смотришь онлайн, можно общаться, я там даже людям писал, никакой, опять же, я же говорю, все рекомендательно. Интересно, с людьми переписываешься, там узнаешь, что-то есть на кемпинге. И обращайте внимание, на самом деле кемпингом здесь путешествовать не всегда выгодно. Вот, допустим, если в Герзе дальше был еще один кемпинг, мы запланировали тоже альтернативный, да, а потом, когда начали про него читать, то люди пишут, 1200 лир он стоит. Ну, это нелогично платить за кемпинг 1200, если в районе 1500 можно снять очень довольно-таки адекватный и хороший номер здесь. Но это опять же, вот я же говорю, доношу вам ту информацию, которую мы собрали. Поэтому вы же сами там для себя решаете, как вам выгоднее. Оплатил? Нет. А это мы уже, получается, выходим на платную дорогу. Здесь платники по Турции. Ну, много в интернете вы можете найти информации, какие работают, какие нет. Но в большинстве своем они, не доезжая до Истамбула, они все бесплатные. Хотя, ну, пишут, что платная дорога, там все. Вот этот один из моментов, как раз таки, вот был участок платной дороги, он был закрыт. Вот этот мост красивый, который вот вы сейчас увидите, вот он был закрыт в одну сторону. Встречка шла нормально, а мы, получается, попали в такую громаднейшую пробку. Друзья, я вам скажу, моментами ты просто настолько восторгаешься, что ты на мотоцикле. Ну, правда, не всегда, как видите, хотят пропускать тебя. И почему-то, видимо, там, ну, нет такой культуры, они даже не смотрят. Я вижу, что если, допустим, у нас едешь и видно, что человек тебя видит, и он прям, ну, специально не хочет пропускать, то здесь, ну, видно по человеку, что он даже на тебя не обращает внимания, там, ну, он стоит в пробке, там, в зеркало вообще не смотрит.
И поэтому, ну, как бы это опять же вот информация той, которой овладели мы в этом путешествии, и мы ей с вами делимся. Ну, вот они, пошли уже платники, да, там, опять же, выскочил уже с этой пробки, помчались, все. И уже, когда ближе к Истамбулу подъезжаешь, тут, конечно, дороги начинаются все. 4 полосы, 3 минимум полосы, и уже пошел. И вот тут я вспомнил тот интересный факт, который я забыл вам рассказать, о том, что с нами приключилось при въезде в Турцию. Буквально мы только въехали в Турцию, и, может быть, там километров через 10-20 нас останавливает экипаж полиции местной. И получается, а я ехал спокойно, пристроился за машиной, у них 110 ограничения, да, если вот на магистралях 130-140, то здесь 110. Остановил, вышел, я говорю, друг, ну мы вот ехали вместе, а он, главное, этого мужчину на машине отпустил. Я говорю, ты его отпустил, а меня штрафуешь. Он, да, конечно. А вы что, не знали? У нас с мотоциклом вообще-то надо ехать 90 км в час. И я говорю, да как же так, у вас 110? Он, нет, мотоцикл едет на 20 км меньше. И получается, я мог максимум позволить себе, где скорость 110, ехать 90, и плюс нарушение, это 9, у них идет не 9, а 10% идет позволительное нарушение. То есть к 99 добавляем, 99 это тот максимум. И выписали мне штраф 1500 лир. А что ты делаешь? Потому что перед Стамбулом нет ни одной мойки, блин. Почему нет ни одной мойки? Непонятно. Вот приходится шабашить. Вот возьмите на заметку, уже километров за 100 до Истамбула все заправки, у них обычно на заправках мойки, на всех заправках просто отсутствуют мойки. А это получается один из платников, который уже начинает работать вот перед Истамбулом. Мы здесь начали снимать, потому что там какая-то машина задымилась, ну и в принципе просто въезд на платник решили снять. И еще, кстати, возьмите на заметку про платник перед Истамбулом. По стоимости он получился у нас 195 лир, стоимость его. Но фишка в чем? Ты едешь по объездной по Истамбулу. И когда ты выезжаешь, платишь эти 195 лир и съезжаешь с дороги, едешь, и там немного, буквально, может быть, километр еще проезжаешь и съезд, чтобы в Истамбул завернуть. И получается, там еще один стоит вот такой пункт приема. И если у тебя нет чека, получается, вот если ты не сохранил чек, то тебе выпишут еще раз 195 лир. А так нам получается еще с нас 20 лир взяли и все, и мы поехали. Но опять же, вот имейте в виду, если на платнике платите, обязательно сохраняйте чек. И еще один из таких моментов получается, и вы же двигаетесь на мотоцикле, им нужен постоянно номер. Это немного напрягает. Потом, когда уже едешь по вот этим платникам, вы либо на телефон сфотографируете свой номер, получается. Также бывает на заправках. Он бегает туда-сюда, номер российский запомнить не может. Ты ему раз на телефоне показал номер, и все быстро решилось. Сережа, что ты делаешь? Что, ищу Стамбул. Хотя, ребята, посмотрите, вот мы добрались до него наконец-то. Ну и вот, как видите, мы уже добрались до Истамбула, пока я вам вот эти все моменты рассказывал. И самый главный момент по Истамбулу. Блин, когда там начинается, мы приехали в самый час пик. Вот когда там, да там, я думаю, что с пробками вообще проблем нету. Если вы движетесь на двухколесном транспорте, вообще прям смело не переживайте. Там, там сразу видно, все мотоциклисты, вот пробка стоит громаднейшая, там несколько километров, десятков километров просто стоит, не движется. А справа вы увидите, как едут мотоциклисты на скутерах. Смело, прям не переживайте, по этим полосам мы весь Истамбул и проехали. Потому что на мотоцикле там стоять вариантов нету. Ну и смысл стоять, если все едут справа мотоциклисты. И бывало даже моментами там и патруль стоял, останавливал машины. Но когда движешься на мотоцикле, никакого переживания нету. Это вот мы уже пролив Босфор, получается, пересекаем по вот одному из мостов
довольно-таки очень эпичное место. Можно было въехать по более короткому пути, но мы всегда выбираем именно этот путь, потому что, ну, он действительно как для себя даже красиво вот так въехать в Истамбул по этому мосту. Он вот так вот, ну, особенно вот вечером он так красиво светится. Да, с пробками, ну, опять же, как бы ты ни поехал, в любом случае в пробки попадешь, а здесь вот ты по этому мосту въедешь в сам старый вот эту часть, особенно старую Истамбула. Ира, может где-нибудь здесь бросим мотоцикл, блядь, и на такси поедем? Я в рот. Блин, уже 2 раза на ногу наехали, Ир. Ну, простите, не мог не вставить это видео, это отсылка к нашим предыдущим путешествиям. Ну, а мы выбрали свой любимый российский трек и помчались по Истамбулу дальше. Вот такие уже тут виды, это Долма-Бахче у нас проезжаем мы. Но мы уже движемся в сторону нашего отеля. Опять же, напоминаю вам, наша задача здесь это встретить наших друзей, которые уже, кстати, заселились в отель, показать им Истамбул и уже с Истамбула дальше двинуться на фестиваль. Но я вам скажу, в Истамбуле вас всегда первыми встречают они. Можно я его поглажу? Только не везде. И вот наша долгожданная встреча с нашими друзьями. Мы поужинали, потихонечку заселились, и на следующий день мы уже решили показать им такие центральные части Истамбула. Айран. Кто айран? Наши гизимы. Мы в сувенирной лавке. Моя любимая рубрика без комментариев подошла к концу. Как говорится, посмотрели Стамбул живой. Теперь расскажу вам вкратце, что у нас получается. Это сейчас мы взяли 200 лир с человека, прогулочные вот такие теплоходы. Это по Босфору до второго моста, получается, они плавают туда-сюда. Это вот мы хотели им дневной, получается, Босфор показать ребятам нашим. И на вечер у нас планы были такие, мы хотели в ресторанчик заскочить. А следующим днем у нас в планах было посмотреть ночной Босфор, тоже получается с корабля. И друг мой мне предложил, давай здесь за 50 евро. Есть, получается, такие большие катера, вечером на них вечернее шоу, ужин включен, алкоголь включен. Но по прошлым опытам наших здесь посещений таких вечерних шоу на кораблях, мы остались очень недовольны, я его отговорил, и мы с ним договорились ехать на яхте, общая вместительность которой 16 человек. Для нас всех это был более оптимальный вариант, тем более там включено даже были фрукты.
В общем, этим днем мы выполнили программу максимум, ушатали по максимуму наших друзей, и сил у нас оставалось только на посещение вот такого вот симпатичного ресторанчика с видом на сам пролив Босфор. Как вы видите, что нам еще нужно? Прекрасная живая музыка, отличная кухня, прекрасный вид, ну и наша замечательная компания. Поэтому мы остались довольны этим вечером, этим днем и продолжили праздновать. Окей. Thank you. Ну и самое главное вам расскажу, пока нам готовят вот это прекрасное блюдо. Тут же в Турции есть такая тема с мороженым. Я нашим друзьям специально говорил, я говорю, обязательно купите мороженое. Они говорят, да мы не особо-то его любим. Я говорю, мороженое здесь не просто мороженое, здесь это шоу. И вот вашему вниманию. Ирина, лови. Ну, я вам скажу, кстати, мороженое заставили меня почему-то все съесть. Ну, а у нас уже наступил второй день, и мы, немного погуляв, друзья вспомнили, что про вот этот рынок морепродуктов, и попросили их отвезти в ту сторону, попробовать местные морепродукты. Стоимость морепродуктов вы уже можете увидеть сами. Ну, а я вам скажу схему работы этого рынка. Получается, вы здесь приобретаете продукты, ну, довольно-таки сносные цены, пока не присаживаетесь за стол. Когда вы уже садитесь за стол, за готовку с вас берут 200 лир с человека. И получается, ну, в общем, считайте, сколько это получается сами. Ну, мы выбрали креветки. Единственный недостаток — это, конечно, креветки на гриле. Ну, не наша тема. Все-таки, когда их жарят на сковородке, я считаю, что это лучшая, ну, система приготовления креветок. Поэтому, ну, мы не расстроились, нам все понравилось. И, в принципе, нас больше интересовала сама атмосфера и, ну, то, что ребята хотели попробовать местные морепродукты. Забежали на вот такой египетский базар, посмотрели сувениры. Ну, нам складывать некуда, это у ребят хотя бы багаж есть. Нам на мотоцикле некуда, мы просто как интересное место посетили его. И, в принципе, уже отправились домой, отдохнули. И у нас уже к вечеру уже все-таки экскурсия на катере. Да? Опять видео. Видео. Ну и, конечно, зацените, как это все уютненько получилось. Мы наверху на этом катере были вообще одни. Иногда там к нам, ну, просто ради интереса пару людей поднималось и все. А в основном мы, ну, такой закат наблюдали нашей веселой компанией. Maybe you together one song from French. What song? What song? Non, c'est la batterie.
the finish, that's all, my friend Fabrice. In Istanbul. Happy birthday. Thank you for this travel. Money. Ну вот как-то так у нас получилось отдохнуть. Это вот, кстати, Astoria Grande, круизный лайнер, который из Сочи сюда, в Стамбул, ходит. Он в этот день как раз здесь парковался. Ну, что я вам скажу. Мы остались... Общее впечатление от этого путешествия, мы остались очень довольны. Друзья наши завтра уезжают, поэтому вот такой вот у нас прощальный вечер получился здесь. Они были в большущем восторге от Стамбула, я думаю, что и от нашей компании, наверное. И мы, в принципе, уже направляемся в сторону нашего причала, оттуда потихоньку немного погуляем уже. И будем провожать наших друзей. Рано-рано утром они стартуют уже в сторону аэропорта на своем трансфере. А дальше мы уже будем отдыхать сами. Ну и вот, кстати, вы можете увидеть, как внешне выглядела эта яхта. Это мы не в метро, кстати, едем. Это мы едем просто на мост. Обычный мост через реку. Это мы вот, получается, когда сошли с корабля, и вот такой мост Халич, он, ну, довольно-таки очень манил к себе, тем более там увидели, что и эскалатор на него идет, решили прогуляться. Все-таки, как ни крути, ночной Стамбул, как вы видите, ну, очень эпично смотрится. Действительно, там, то здесь хочется присесть, посмотреть, то там, ну, очень красиво, достойно. Ну, такие моменты тут, когда бродишь, девушки всякие в кадре появляются, поэтому нам очень нравится. Здесь вот, кстати, когда с моста Халич спускаешься, довольно-таки, ну, бюджетный магазин. Ну, бюджетный он по сравнению со всем Стамбулом. И вот вам, пожалуйста, как рекомендация, локация вот такая. Здесь что только не продают. Я думаю, что а чурчхелу у них во Франции не продают. Вот решил ребятам купить на дорожку вот такую вот палочку. Ну и, конечно, не удержались и себе тоже сладостей набрали. Ведь, как вы знаете, в Турции со сладостями проблем уж точно нету. Помимо этого, вот на обратном пути не удержались, зашли вот в такую мечеть, Йени она, насколько я правильно знаю, называется. Ну, вообще, конечно, ходить не переходить. Стальные ноги нужны для тех, кто хочет Истамбул весь обсмотреть, потому что тут действительно ноги убьешь, поэтому вот есть такие люди, которые вам помогут восстановить вашу обувь, если что. Ну и, конечно же, друзья, не удержались и зашли обязательно поужинать. Вот в такое колоритное место, это в том же районе находится. Ну а как же мы могли наших друзей отпустить, не попробовав местную Адана кебаб и шаурму? Yes, my капитан. I sit here. Для чего мы туда идем-то? Уже голова закружилась. 7-й оборот. А поднялись мы туда, чтобы выпить за добрый путь. You forget this. Your cat is here. Так, ну что, по предыдущему видео, я думаю, все поняли, что наши друзья, любители кошек, уже улетели к себе домой. Ну а у нас еще оставались планы на Истамбул, и одним из планов у нас было отправиться в самую крайнюю точку пролива Босфор. Мы взяли, получается, ну, грубо говоря, можно назвать маршрутка, и сели на эту водную маршрутку и поплыли до станции Анадолу Каваджи. Это самая крайняя станция, до которой можно доплыть. Как раз таки там можно будет увидеть самый последний мост на этом проливе. И уже, в принципе, вы выходите в Черное море. Вот, кстати, пожалуйста, вид на этот последний мост. Так, ну вот мы и приплыли в Анадолу Каваджи. Такой порт здесь. Кафешечки, маленькие лодочки. Ирина.
Что я вам хочу сказать? Это просто невероятно красивая, тихая гавань с очень уютными кафешками. Блин, действительно очень понравилось. Помимо этого, вокруг здесь куча достопримечательностей. Вот мы здесь вышли, кстати, на рыночек, купили клубники здесь. 100 лир килограмм она продавалась. Пока стояли, ждали автобус, всю ее, правда, съели. Но все же, блин, ну, мы были очень впечатлены этим портом и вот этой обстановкой вокруг здесь. Единственный нюанс у нас, конечно, был, нам надо было как-то придумать, как добраться домой. Но местные ребята подсказали, вы переплывите на другую сторону в соседний порт, а оттуда вы уже можете там либо на автобусе добраться, потому что мы сюда приехали очень поздно. А приехали мы здесь не только ради этого, ну, места, мы еще здесь хотели посмотреть местные достопримечательности. И старт у нас был поздний, мы уже здесь оказались в районе 3 часов. Ну, для нас, как для бывалых туристов, это нас не пугало, там, добираться обратно на перекладных. Поэтому вот мы уже добрались до того места, которое я хотел посетить. И главную причину я вам скажу немного позже. А сейчас вот мы добрались, да, вот до вот этой локации. Ну, она больше, конечно, для местных. Здесь вот такой вот рыночек с различными фруктами, все как-то вот так, ну, по-обычному, грубо говоря, как на наш самый простой рынок зашел. Так, ну давайте честно признаемся, это не для красоты барашки. Ирина, нам сюда. Это сыр, скорее всего. Нет, это хлеб. Вот так вот. Я покажу вам, как выглядит настоящая булочка хлеба. Вот она. Красотища какая, посмотрите. Надо взять ее обязательно в голду, ее хватит на все путешествие. Есть хурма, есть хунок, есть карадут. Все, что хотите, здесь есть. Так, но мы, кстати, добрались до могилы Юши. Кому интересно, погуглите. Пойдемте дальше. Ну а теперь мой рассказ. На самом деле мы сюда приехали, как говорят местные, это здесь похоронен пророк Юша. А по трудам Носовского, если вы посмотрите в интернете, это альтернативное захоронение Иисуса Христа. Но все это без комментариев, у каждого свое мнение на этот счет. Мне просто была интересна эта локация. Я как-то про нее слышал и просто захотел заехать посмотреть. Ну, про это место надо, конечно, читать, ознакомиться с ним, если кому интересно. А так, здесь очень красивые виды. Само по себе место такое, ну, добротой дышит. Потому что здесь все подходят, тебя пытаются угостить, познакомиться. Ну и так, такое намоленное место. Для любителей, опять же, только для любителей. Поэтому вы смотрите сами. Ну, а мы отведали местного напитка и поехали дальше. Мне нравится это место. Так, ну вот, что я вам хочу показать. Смотрите, место называется «Мечта рыбака». Приплыл сюда на лодочке, взял бутылочку пива. И если хочешь немного порыбачить, та-дам! Вот вам рыба плавает, просится, порыбачь меня. Потом расскажешь свое мнение? Рыба, она и в Африке рыба. Так, ну что, мы доплыли до выхода в открытое Черное море. И вот здесь, под этой прекрасной башней, мы пробовали местную рыбу. И вот получается вот такая вот интересная поездка у нас получилась. Вы уже сами решаете для себя, стоит ли вам туда плыть, не стоит. Но опять же, даже отталкиваясь от ценника, мы заплатили 50 лир с человека. Да, это вход получается в этот порт. И ты плывешь до любой станции, как, хоть до последней, хоть до первой, грубо говоря. Ну и опять же, такое удивительное путешествие. Тут можно, ну, я думаю, что целый день на это закладывать надо. Не так поздно выезжать, как мы, чтобы было действительно больше времени посмотреть. Ну а мы сейчас, получается, движемся в порт Сарьер. Он получается на другой стороне. И уже оттуда можно либо также подождать другой корабль, либо на автобусе добраться
Так, ну что, друзья, вот наш корабль, на котором мы приехали. Ну, в смысле, вот он. Да. Теперь нам надо как-то придумать, как мы доберемся до порта под названием Бешикташ. Вот, я здесь сюда. Эминё. Да, ну мы в идеале вообще Эминю нам надо добраться, но мы хотим хотя бы до Бешикташа. В общем, приключения продолжаются. Пойдемте пробовать барабульку теперь на этой станции. Так, мы приехали на станцию Сирим и ждем парома до станции Бешикташ. Пойдемте посидим на лавочке. Вон на корабле. Ну, плыли, в общем, в Каракой, а приплыли в Кадыкой. Поэтому ищем еще одну станцию. Каракой меню. Я вам хочу сказать, не путайте буквы, иначе будете очень долго путешествовать. Так, ну что, друзья, вернулись мы, в общем, из похода. Вот наш красавец стоит. Сейчас будем его загружать. Вот наш отель, в котором мы все время останавливаемся. Ирина, та управляющая отеля, встречает нас. В общем, если что, имейте в виду, всегда здесь, я вам, кстати, телефончик в описании оставлю, всегда здесь код, в общем, да. Парковка вот такая, ну, до 3-4 мотоциклов здесь запарковать по линии можно без проблем. Единственная проблема, здесь коты спят в мотоцикле. В общем, вот с такими приключениями мы посетили город Истамбул. И уже начинаем собираться, ведь у нас тоже путь не близкий. Мы уже двигаемся в сторону байк-фестиваля Goldwing. Поэтому, ну, были и приключения, и веселье. Видите, у нас как все интересно. Все-таки добрались мы и уже двинулись в сторону выезда из города. Ну и, конечно, как же мы не могли проехать этот замечательный туннель, который проложен под проливом Босфор. Называется он Евразия. Ну, на самом деле, я вам скажу, каждый раз, когда заезжаешь в этот тоннель, ну, когда приходит это осознание, что этот тоннель проложен на глубине 106 метров, они проложили вот эту трубу, да, вот, ну, как говорится, колоссальность инженерной мысли. Тут уже ничего не поделать. Вот, обратите внимание, да, у них получается сделано, грубо говоря, одна часть, ну, две полосы идут в одну сторону, и ниже, вот если сейчас вы увидите, это мы, получается, верхний ярус, а ниже ярус, он две полосы в обратную сторону. И вот такая вот голубая подсветка, что там вот получается как вода над тобой, вот эти переливы, ну, он сам по себе. Здесь закоксованности вот этих газов нету. Нет, инженеры, конечно, постарались на славу. И действительно, ну, мы с удовольствием прокатились еще раз по этому тоннелю.
Ну а на этой прекрасной ноте я предлагаю первую часть закончить и жду вас с нетерпением во второй части. Всем спасибо за просмотр, пока.